Друзья, всем привет! Приветствуем вас на канале Finkel Story. Как мы обещали в предыдущем видео, сегодня обзор центра Бейт-Канады, обзор двухкомнатной квартиры и однокомнатной квартиры. Погнали! Наш центр, как и большинство, охраняется. В этой стороне можно спокойно посидеть. Также можно увидеть парковку для велосипедов. Все для того, чтобы вам было комфортно и удобно добираться как отсюда, так и возвращаться и не переть с собой ни самокат, ни велосипед в комнату. Пойдемте дальше. На первом этаже, который здесь обозначается как нулевой, располагается холл, где можно посидеть, отдохнуть, либо поработать. Здесь есть бесплатный Wi-Fi. В центре Бейт-Канады находится актовый зал, в котором периодически проходят какие-то шоу. Вот недавно был концерт нашего ученика, который находится с нами в Ильпане. Он не на нашей программе. Он певец и исполнитель танго. Прачечная находится в этой стороне. 2 стиральные машинки и сушилка. Стоимость одной стирки 5 шекелей. На минус первом этаже располагается мамат. Это вы уже могли заметить из предыдущего видео про то, как мы рассказывали, как мы действовали во время бомбежки. Мамат открывается в том случае, если идет угроза во время обстрелов. И он оборудован не только как прощитное устройство против таких ситуаций. Там еще находится телевизор, детские игрушки. То есть помимо того, что мы укрыты, мы еще можем все это время как-то проводить досуг. И не только пользоваться маматом нужно в случае каких-то моментов, которые угрожают жизни. Можно еще также здесь посидеть в свободное время с детьми, посмотреть мультики, либо посмотреть какой-нибудь фильм. На минус первом этаже с обеих сторон от меня располагаются классы, где мы учим иврит. А сейчас мы попробуем пройти на улицу, на детскую площадку, если она открыта. В период обстрелов эту площадку держат открытой, так как обстрелы идут не ежесекундно, есть какие-то перерывы, и находиться в одной комнате, где, например, скапливается ежемоментно несколько человек, например, в количестве 40, это очень неудобно, поэтому во время тайм-аута мы можем выйти сюда с детьми и погулять, поиграть, бежать отсюда буквально 10 секунд, то есть очень удобно. Есть различные игрушки, есть площадка, есть горки и прекрасный вид на море. Сейчас я вас приглашаю в гости, пойдемте посмотрим, что находится в нашей двухкомнатной квартире. Наша квартира находится на первом этаже, и рядом с нами находится еще один мамат. Он менее защищенный, но в первые пазы обстрелов здесь можно укрыться. Опять же, если обстрелы не будут проходить какой-то длительный период, то этого вполне достаточно. До этого мамада
Нам буквально пройти несколько метров. Сейчас мы постучимся. Нас уже ждет Катя. Всем привет! Заходите, чувствуйте себя как дома. Это формат двухкомнатной квартиры. Здесь у нас кухня, гостиная, в Израиле называется салон. Частично квартира была мебелирована, вот. Но, по крайней мере, этот стол и микроволновка и духовой шкаф мы их забрали из группы. Вот. То есть тут есть много очень разных групп, где отдают даром. Вот раньше у нас был вот такой духовой шкаф, но мы его скоро отдадим ребятам. Также была посуда, моющее средство. Ну, то есть мы приехали, в принципе, ничего не нужно было экстренно бежать и покупать. Здесь у нас находится рабочая зона, где мы смотрим сериалы, и супруг занимается обработкой данных видео. Этого слона, кстати, я рисовала сама. Вот эти цветочки, у нас с сыном был день рождения 16 мая, и ребята сделали очень приятный подарок. Ну, то, что здесь наклеено на стенах, да, там всякие элементы декора, это мы покупали все сами. То есть фотографии, как было до, я думаю, что мы сможем сейчас ставить, как квартира выглядела, когда мы только заехали, но ее обустраивать было очень приятно. Здесь у нас находится спальня. Здесь мы поставили двуспальную кровать, да, которая состояла из двух отдельных кроватей. Здесь у нас спит Глеб. Привет. Это Глебина рабочая зона, где он делает уроки и играет в планшет и телефон. Ну а теперь покажем вам санузел. Ну, достаточно скромно, просто, но на первое время сойдет. Наш вердикт этой квартире: жить можно и очень хорошо. Так что будущим мосятам передаю привет, и ничего страшного по Канаде нет, все очень прилично и комфортно. А сейчас нас пригласили в гости, и мы покажем вам формат однокомнатной квартиры. Посмотрим, как выглядит однокомнатная квартира. Привет. Привет. Это вам. Спасибо большое. Это то, что нам было нужно. Ну и фан. Мы вешали крючочки, рисовали карандашом, теперь нужно стереть со стен. Заходите, пожалуйста. Лёвочка там сидит. Наше жилище. Да, вот так почти выглядит убрались. однокомнатная квартира. Почти. Ой, как у вас здорово. Угловая квартирка, как уютно. У нас вот наш прекрасный вид на стройку, еще одну стройку. О, как вы такую лампочку сделали? Ну, Так мы и не была? будем раскрывать всех секретов, Всё, конечно, поняла, нет. ладно. Так, я Тася, это Прошант. Прошант из Индии, поэтому он не говорит по-русски, вот, но какие-то... Лакви по-русски. Но какие-то комментарии Так, так. чуть-чуть, может быть. Через Это два Лёва. года, Лёва да. смотрит про Хэллоуин и зомби. Я не Он могу это понимает объяснить. хинди, английский, иврит. Лёва говорит на всех языках. Все, русский. Практически. Русит. Русит, англит. Да, но через полгода мы будем говорить все на иврите. Дай Все бог, вместе, дай бог, да. дай бог. Пока столько праздников, что... Мне кажется, у нас было больше праздников в итоге. Праздников, бомбежек. Ну, в Израиле всегда так. Главное, первый месяц прошли боевое крещение. Да. Вот. Ничего. Хорошо. Вот, собственно, так мы живем. Да, спасибо большое. ребята. Да, у нас, получается, окна выходят на другую сторону, не как у вас. У вас южная страна получилась? Да, у нас здесь фигачит нормально так, поэтому у нас, в принципе, мы закрываем жалюзи, прямо сейчас начали закрывать на ночь. То есть, и тогда нормально. Так здорово, Когда что у она не вас прямо шпарит. всё окно открывается. Лола. Лёва, time to sleep. This is our bedroom. So here is
baby bedroom. And this is adult's bedroom. На самом деле не то, что всем дают такие кроватки, нам просто повезло, что они остались от кого-то, и нам вот дали одну из двух таких вот маленьких, и мы в итоге избавились от большой, потому что было 3 больших кровати, и тогда, конечно, сильно съедало место. Но это все у вас было, все. Да, это все у нас было, вот эту штуку мы сперли откуда-то со 2-го этажа, с какой-то другой комнаты. Шкаф мы тут тоже переворачивали, вот эти занавески мы сами купили, повесили. Тут мы все что-то делали, эти самые гирляндочки, здесь у нас камера висит, которая как... Камера здесь как Ну, когда Лёва, детский, если спит, да, то мы внизу, то мы можем снимать. Вот мы вчера мучились с этими с крючочками, вешали рюкзачки. Вот, в итоге они у нас такие, как дизайн получился. В общем, самое важное в маленькой комнате — это придумать, что делать с кондиционером. Мы мучились, потому что он стоит около окна, съедает сразу четверть комнаты. И вот мы в итоге его поставили на стул, мы долго искали стул нужной высоты, нужного цвета, то есть это такое... Здорово. И Было. стулья у вас такие симпатичные. Да, ну стулья были такие, они только были разных цветов, мы собрали сет одного цвета. А там еще, где вы это собирали, есть еще стулья? Не, мы по комнатам ходили и менялись. по комнатам? Всё, Да, поняла. мы притащили кофеварку, мы притащили робота-пылесоса из дома. Вон он там. Тебе нравится это сделано? У нас такая же лампочка. Да, я видела. А мы Алису тоже притащили, и даже она периодически срабатывала. Ну вот у нас ваш самый конкурент. Hey Google, how are you today? I'm good. Thank you for asking. I hope you're doing well too. Как у вас If I can интернет help with здесь anything, работает? just Wi-Fi? ask. Ничего у нас не работает, интернет у нас с моего телефона раздается. Всё, понимаю. Я все жду, когда он закончится, потому что теперь у нас к моему телефону присоединены, получается, там все умные лампочки, пылесос, удлинитель умный. Что у нас еще подсоединено? Собственно, Google. Лёва смотрит мультики, ноутбуки на нем работают. И, в общем, я все жду, да, когда он заканчивается, пока не закончился. Food station, sleep station, and fun station. So we Да, have small stations in our house. да, у Лёвы нет особого места для игр, поэтому обычно он просто вот здесь вот. Зато это очень удобно, мы просто запихиваем все его барахло к нему в этот самый, в чемодан, вот, каждый вечер. Поэтому как бы потом она вот так вот сюда прячется и никого не раздражает. Лучше, чем... Мы, кстати, под кроватью устроили тоже такую зону для хранения. Ну вот у нас там Удобно. чемоданы лежат, Да. но там все время столько набирается какого-то песка. Вот мы только робота принесли, до этого постоянно какой-то песок. Вот, это фотки с нашей свадьбы. Мы их случайно привезли, мы не знали, что мы их привезли. Мы их обнаружили каким-то образом в чемодане, который мы так до конца и не разобрали из Индии, когда мы год назад уехали. У нас все барахло так и кочует. Вот, что у нас еще есть? Собственно, все. Вот наша кухня такая, как у всех, с непомытой посудой только. Молодцы. Очень приятно. Зеркало у вас такое большое. Да, мы, собственно, из-за зеркала изначально эту комнату Не, на сразу самом деле, и вы взяли, правильно потому сделали. что она так хорошо здесь расширяет этот проход, оно иначе вообще ощущение какого-то тамбура. Вот, что у нас еще есть? Да, собственно, все. Мы все хотим сюда такую купить какую-то выдвижную штучку. Вот, но что-то пока мы не нашли нам посредством. Такие дурацкие. А так что? Вот наша ванная. Мини-ванная. Да, все. Just want to show, like, they will be short. Рошан запустил робота, чтобы продемонстрировать всю нашу чистоту. Ну вот мы такую только купили, здесь полочку, это единственное, что как-то смогло. Потому что все, что на полу, оно сразу забирает Кстати, очень много удобно. места. Нам тоже надо что-то типа этого. Ну вот потому что у нас- в Икее мы все затарились. Икея, кстати, здесь очень дорогая. Мне сказали, что дешевле есть. Okay, you can take a shot of him. Ну Come да, on, да, let's ну просто Икея это Да, Икея, ты как бы знаешь, что взять, что? Давай, друг. Дорогие наши подписчики, вас уже больше 100, и это круто. Мы на самом деле не ожидали такой обратной связи, нам очень приятно. Спасибо огромное, что оставались с нами до конца. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Мы любим вас. Напоследок мы вам оставим небольшую нарезку с музея, в который мы ходили недавно на днях. Приятного просмотра.
22 families. You cannot imagine. They were here. Only sand and what? עיר חרושת, עיר נמל, עיר חשמל. את הסיפור הזה על העיר אשדוד כולם מכירים, כולם יודעים מה היה פה וכולם יודעים מה יקרה.